Всем привет! После присоединения к России Крыма в 2014 году из мировых новостей практически ежедневно доносятся угрозы о намерении американских или европейских властей применить к России очередные очень серьезные санкции. Понятно, что целью этих санкций является подрыв экономики России, и для большей части населения нашей страны негативный эффект от так называемых экономических санкций выражается в ослаблении российского рубля, за которым следует снижение реальных доходов граждан. Это вполне логично, ведь иностранные и российские инвесторы боятся вкладывать свои средства в бизнес на территории страны, в отношении которой вновь и вновь мировые державы обещают ввести драконовые меры. Но у этих санкций есть две стороны. Дешевый рубль способствует продаже товаров, производимых на территории России, за границу, и соответственно покупке этих товаров иностранцами. С одной стороны, это содействует развитию производства внутри страны, увеличивает сбор налогов и число рабочих мест, повышает уровень благосостояния граждан. С другой же стороны, дорогой доллар способствует тому, что именно всю производимую продукцию бизнес заинтересован продавать за границу. В результате снижается конкуренция на внутреннем рынке страны. Это негативно сказывается на качестве товаров, способствует их дефициту и росту цен на них. На фоне дешевеющего рубля все ярче проявляется расслоение в уровне жизни граждан. При слабом рубле непрерывным потоком уходят за границу нефть, газ, лес и другие полезные ископаемые, а также производимые из них товары. Продажа ресурсов и продукции из них за границу происходит на фоне благоприятного налогового климата. Налогообложение НДС экспортных товаров производится по ставке 0%. В целом дешевый рубль ослабляет экономику России, сохраняя ее энергозависимость. На мой взгляд, выход есть. Он заключается в применении адекватных контрсанкций со стороны государства для соответствующих отраслей. Например, государство могло бы снизить налоги на определенные товары на внутреннем рынке страны, как это было сделано недавно с акцизами на бензин. Так, возможно, и пенсионный возраст удалось бы вернуть на прежний уровень. Подписывайтесь на канал Castle Storm и пишите в комментариях, нужно ли преодолевать такую экспортозависимость страны. Спасибо за внимание, пока.